Коране нет платка. Сценарист Фирас Аль-Манир. Цель этой книги — доказать, что священный Коран никогда не требовал, чтобы женщины покрывали голову, как это сфабриковали традиционные юристы. Поскольку Коран запрещает верующему брать в качестве религиозного источника что-либо, кроме Корана, как я доказал в другой книге, Коран запрещает рассматривать поведение пророка как закон, то какие части тела должна прикрывать верующая женщина? Этот вопрос рассматривается более чем в одной суре Корана. Иногда вы встречаете суру, в которой части тела женщины предпочитают покрывать, а иногда только то, что должно быть прикрыто. Начнем с суры Ан-Нур. Мы свели и наложили эту суру. Более того, мы свели в ней чудотворные аяты с целью, чтобы вы могли медитировать. 1. Сура Ан-Нур. Фраза «мы не звели» появилась во множественном числе, потому что это высказывание Высшего Небесного Консультативного Совета, одной из специализаций которого являются вопросы, связанные с физическими законами Вселенной. С этой точки зрения она представляет собой наивысшие возможные способности человека, когда он когда-нибудь достигнет наивысшего уровня научного развития. Согласно кораническому жаргону, низведение вещи, изначально принадлежащей метафизике, делает ее воспринимаемой. Применение этого к контексту этих стихов говорит нам, что, когда человек изучает результаты выполнения сексуальных заповедей Корана, он может обнаружить соответствие этих заповедей природе сексуальной реальности. При условии, что средства достаточно продвинуты с научной точки зрения. Это то, что я подробно объяснял ранее на YouTube. Обрушение не направлено на какую-то конкретную группу, как видно из следующего стиха «Мы сбили железо, дающее людям великую силу и пользу». 25. Сура Аль-Хадид. Высший консультативный совет позволил железу существовать на Земле в его воспринимаемой физической форме, а не только как энергия, которую мы не видим, чтобы люди могли открывать и использовать этот металл. Так как опрокидывание железа не нацелено на конкретную группу, глагол здесь остается ненаправленным. По той же причине в первом аяте суры Ан-Нур для описания суры в целом упоминается фраза «мы не звели эту суру». Это означает, что все поймут значение этой суры, независимо от того, верующие они или неверующие. Однако мы встречаемся в следующем стихе той же суры с тем же глаголом, направленным следующим образом. «Мы принесли вам вниз» несомненные стихи. 34. Сура Ан-Нур. Глагол на этот раз пришел конкретно к верующим, поскольку все аяты между первым аятом и этим аятом являются заповедями, адресованными сообществу верующих, потому что только те, кто верит, что эти аяты исходят от их Господа, будут выполнять их. Затем последовал следующий стих, мы сводили несомненные стихи. 46. Опять же, глагол здесь не направлен, потому что предыдущие стихи свободны от заповедей и говорят о физических законах Вселенной, которые не направлены на определенную группу людей. Стоит отметить, что прилагательные «несомненный» и прилагательные «чудесный», упомянутые в предыдущих стихах, оба в арабском языке образованы от одного лингвистического корня, тее и ясности, за исключением того, что первое состоит из 6 «у», а второе — из 6. 5. На языке Корана ясность в первом прилагательном означает ясность реальности, а во втором — ясность источника. Ясность реальности в первом прилагательном подтвердила, что признак подлинный на 100%. То есть это не метафора и не относительное значение. Именно это я называю насыщенным прилагательным, например, Моисей сказал, а фараон — «Я посланник от Господа миров», поэтому он бросил свой посох, и тогда это был несомненный змей. 104, 107, сура Аль-Араф. Все, кто видел эту змею, не сомневались, что это настоящая змея на все 100%. С другой стороны, представляет ли эта змея чудо и, следовательно, Моисей, посланник, соприкасающийся с небесным царством? Это была вторая задача прилагательного, которая классифицировала чудо змеи среди 9 чудес Моисея. Мы дали Моисею 9 чудесных знамений. 101, сура Аль-Исра.
Ясность источника во втором прилагательном означает ясность принадлежности к миру небес, поэтому представляет собой божественное чудо. По той же причине предыдущие аяты суры Ан-Нур описываются как бесспорные, потому что мы можем понять их значение со 100% уверенностью, если позволим Корану объяснить себя, как мы это делаем в этой книге, с помощью этой точной методологии. Коран, в принципе, решительно выступает против навязывания людям религиозных заповедей силой. Например, государство не имеет права принуждать граждан молиться, поститься или делать что-либо подобное. Поэтому Коран не считал молитву или пост обязанностью. Однако конкретные предметы представляют собой религиозные заповеди, таким образом, всякий, кто придерживается их, должен искать удовлетворение Бога в будущей жизни. В то же время, если он их нарушит, его наказание будет в будущей жизни и со стороны государства. Например, исламский суд распределяет наследство по законам Корана, когда умерший не оставляет завещание. Поэтому Коран назвал право наследования обязательством от Бога. Если у него есть братья и сестры, то его мать получает 1/6 долг от Бога. 11. Сура Ан-Ниса. Коран также определяет приданое как обязательство, потому что мужчина обещает женщине, что передаст его ей в качестве подарка при вступлении в брак. Однако, если он не сдержит своего обещания, женщина может потом подать жалобу в суд, если вы разведетесь с ними, до прелюдии и после того, как возьмете на себя обязательства в их пользу. 237. Сура Аль-Бакара. По той же причине в первом аяте суры Ан-Нур упоминается слово «наложенный», потому что заповеди, упомянутые в этой суре, должны быть навязаны людям государством. Неразумно позволять человеку ходить по улице совершенно голым под пристальным взглядом детей. Поэтому после первого аята сура сразу начинается с судебных постановлений: прелюбодейка и тот, кто вступает с ней в половую связь, бьют каждого из них по 100 ударов плетью. 2. Сура Аль-Нур. Слова «налагать» и «обязательство» происходят от одного и того же лингвистического корня в арабском языке. Если мы обратимся к 30 стиху, то обнаружим, что речь изменилась на другую форму, начавшуюся со слова «скажи». Недостаточно предложить закон, наказывающий тех, кто не хочет, чтобы их видели. Когда они находятся в затруднительном положении, должно быть и нравственное воспитание. Вот почему Коран всегда обращается со словом «скажи» к посланнику Мухаммаду, чтобы дать ему понять, что этих заповедей недостаточно для того, чтобы ты относился к ним, как если бы ты был простым осведомителем, поэтому ты говоришь их людям один раз. Однако было бы полезно, если бы вы также относились к ним как к педагогам и проповедникам. Поэтому каждый проповедник должен повторять эти заповеди верующим. Что же касается фразы «скажи верующим опуститься от их зрительного восприятия», то акт нисхождения здесь будет упоминаться голосом в двух случаях: «сделайте свою походку целеустремленной» и «понизьте голос». 19. Сура Лукман. Здесь акт понижения сопровождается предлогом «от». Те, кто понижает голос в присутствии посланника Бога. 3. Сура Аль-Худжурат. При этом здесь акт понижения не сопровождается предлогом «от». Потому что первый куплет говорит о вашем поведении в жизни вообще, так как есть один случай, в котором не стоит повышать голос, когда повышать голос вредно для людей. Например, повышение голоса в некоторых ситуациях свидетельствует о высокомерии, как это делают некоторые хулиганы, когда повышают голос, чтобы показать, что они сильные и пугают людей. Повышение голоса в таких ситуациях запрещалось первым куплетом, поэтому в стихе перед ним говорилось: «Аллах не любит всякого гордого и высокомерного». 18. Сура Лукман. В других случаях повышение голоса может быть полезным для людей, например, криком, чтобы предупредить родителей, что их ребенок вот-вот упадет. Предлог «от» не упоминается, когда верующие собираются вокруг посланника во 2 стихе. Потому что неправильно, чтобы верующий повышал голос в присутствии посланника. Независимо от того, было ли это выражением высокомерия или даже с какой-то полезной целью. Здесь вежливость важнее получения какой-то выгоды.
На кораническом жаргоне предлог «ат» имеет значение понижения нравственности, тогда как без него понижение является физиологическим. Поскольку команда на понижение зрительного восприятия идет с предлогом «ат», это означает не смотреть на людей в состоянии, в котором они не хотят, чтобы их видели. Например, если вы идете по улице, неправильно останавливаться у дома и наблюдать за его обитателями. Поэтому 3 стиха, которые предшествовали этой заповеди, говорили о правилах поведения в соседстве. Некоторые из тех, кто не размышлял над Кораном, объясняли понижение от зрительного восприятия словами: верующий должен немного опустить пространство между двумя своими веками, когда он увидит женщину, обнажающую запретные части своего тела во время прогулки по улице. Эта интерпретация неверна, потому что предыдущий стих был не о видении, а о зрительном восприятии. Коран четко различает зрение и зрительное восприятие во многих стихах, в том числе «Мы сделали ад подходящим местом для многих людей и инопланетных существ, у них есть глаза, которыми они не воспринимают зрительно». 179, сура Аль-Араф. Для достижения визуального восприятия людям нужны глаза как среда. Однако у некоторых есть 2 глаза, им нужно понимать, что они должны воспринимать через них. Они могли бы использовать средства для достижения лучшего результата. Они видят, но им нужно осознать то, что они видят, чтобы достичь истины. То же самое и со стихом, в котором говорится о нисхождении от голоса, потому что в нем не сказано «опусти, от уста твои», а скорее говорится о результате, то есть о голосе, а не о средстве. Стих предупреждает вас, что общественный обычай классифицирует направленный взгляд на людей как зло. Это единственное, что запрещено в Коране относительно взгляда. Впрочем, если кому-то не надоедает смотреть на него, то вы не ошиблись. Даже если вы посмотрите на запрещенные части его /ее тела, пока он /она преднамеренно обнажает себя, он /она будет наказан в будущей жизни, а не вы. Если мы продолжим чтение 30 стиха, мы обнаружим, что в нем говорится: они должны беречь свои половые органы. 30, сура Аль-Нур. Поскольку речь да и после этого предложения связана со взглядом, это означает, что мужчины должны держать свои интимные части от взгляда, а именно пенис, мошонку и анус. Эти части должны быть защищены полностью, основываясь на типах защиты гениталий, описанных в моей книге «Истина о молитве в Коране». Вам даже не разрешается носить обтягивающую одежду, описывающую очертания полового члена и мошонки. Что касается аята, следующего за этим аятом, то он касается женщин. И скажите верующим женщинам опуститься от своего зрительного восприятия и беречь свои половые органы. 31, сура Ан-Нур. Женщины здесь также не должны нарушать частную жизнь людей неподобающими взглядами. Кроме того, для них неправильно носить тесную одежду, которая показывает детали их половых органов, а именно вульву. Однако стих сделал их более подробными с помощью фразы «и не выставлять на показ свои ценности», которую некоторые истолковали как говорящую о том, что женщины должны прятать свои украшения от глаз. Другие утверждали, что ей приходилось прятать части тела, на которых она носила это украшение. Правда в том, что обе эти интерпретации неверны, потому что драгоценности, такие как ожерелья, кольца, браслеты и тому подобное, Коран называет драгоценностями, а не ценностями. Это он сделал море подходящим для вас, чтобы вы ели свежее мясо и доставали украшения, которые вы носите. 14, сура Ан-Нахль. Из того, что они сжигают в огне, чтобы получить драгоценности. 17, сура Ар-Раат. 2 моря не одной природы, и вы приносите украшения, которые носите. 12, сура Фатир. Поэтому тот, кто воспитан среди украшений, не владеет искусством диалога. 18, сура Аль-Зухруф. На кораническом жаргоне ценности — это одно, а украшения — другое. Чтобы понять ценности, мы должны сначала понять карманы, которые упоминаются в том же стихе следующим образом.
и пусть они закрывают свои карманы одеждой. Эта фраза указывает на то, что прикрытие ценностей означает прикрытие карманов. Фраза «и не выставлять на показ их ценности» упоминается в этом стихе дважды. После первого было разрешено прикрывать женские ценности даже в обтягивающей одежде. После второго шли люди, которым разрешили увидеть эти ценности без одежды. Карманы в арабском языке имеют несколько значений, но все они сходятся в одном значении в конце, включая карман брюк и все, что представляет собой плоскость между двумя выступающими вещами. Более того, в словаре языковых стандартов глубокий анализ всех лингвистических корней, от которых, вероятно, произошло слово «карман», указывает на то, что они связаны с рытьем и ямами или сбором и содержанием. Итак, то, что может содержать что-то, должно быть больше похоже на дыру или пустоту, чтобы оставалось место для чего-то еще. Следовательно, все значения в конечном счете относятся к дыре или пространству между двумя вещами. Даже на кораническом жаргоне мы находим то же значение в следующих аятах, тамуды, которые вырыли скалы в долине, чтобы вырезать ее. 9. Сура Аль-Фаджр. Один из них сказал: «Не убивайте Юсуфа, а бросьте его в бездну ямы». 10. Сура Юсуф. Сунуть руку в карман. 12. Сура Ан-Намль. Проведите рукой через карман. 32. Сура Аль-Касас. Карман здесь, если бы он не был дыркой, как все карманы одежды, он бы не смог просунуть в него руку, ибо вставка находится между двумя выступающими вещами. Более того, в словаре языковых стандартов глубокий анализ всех лингвистических корней, от которых, вероятно, произошло слово «карман», указывает на то, что они связаны с рытьем и ямами или сбором и содержанием. Итак, то, что может содержать что-то, должно быть больше похоже на дыру или пустоту, чтобы оставалось место для чего-то еще. Следовательно, все значения в конечном счете относятся к дыре или пространству между двумя вещами. Даже на кораническом жаргоне мы находим то же значение в следующих аятах, тамуды, которые вырыли скалы в долине, чтобы вырезать ее. 9. Сура Аль-Фаджр. Один из них сказал: «Не убивайте Юсуфа, а бросьте его в бездну ямы». 10. Сура Юсуф. Сунуть руку в карман. 12. Сура Ан-Намль. Проведите рукой через карман. 32. Сура Аль-Касас. Карман здесь, если бы он не был дыркой, как все карманы одежды, он бы не смог просунуть в него руку, ибо вставка находится между двумя выступающими вещами. Поэтому ценностями женщины являются пространство между грудями и между ягодицами, простирающееся на всю вульву. Следовательно, части, которые должны быть покрыты, это ягодицы, вульва, пространство между ними и грудь. Плоские области, не содержащие двух выступающих частей, например, верхняя часть груди или нижняя часть спины, не относятся к ценностям, поэтому закрывать их не обязательно. Согласно кораническому жаргону, первый элемент, упомянутый в списке, является основой для понимания остальных элементов, поэтому остальные полости женщины, такие как подмышка, ухо, нос, рот и тому подобное, не предназначены для покрытия. Поскольку вульва является первой частью женщины, упомянутой в этом стихе, которая является половым органом, это указывает на то, что любая впадина не считается ее ценностью, если только она не является половым органом. Кроме того, в конце этого стиха также упоминается вульва, чтобы подтвердить, что речь идет исключительно о половых органах. Следующие стихи сделают значение ценностей более ясным. 1. Ценности уникальны, поэтому привлекают внимание. Мы сделали созвездия в небе и сделали их ценными для зрителей. 16. Сура Аль-Хиджр.
Ценности здесь привлекают зрителя своим отличием от того, что их окружает. Поэтому женская пустота не считается ценной, а только та, что уникальна и окружена чем-то выпуклым и привлекательным. 2. Чтобы отличить от плоского, мы сделали то, что на земле, ценностями земли, и мы сделаем его плоским, как пустыня. 7-8 Сура Аль-Кахф. Любой объект над земной поверхностью считается одной из земных ценностей. Однако, когда этот день наступит, поверхность земли станет плоской и будет похожа на пустыню, без растительности и источников жизни. Поэтому, поскольку предплечье, плечевая кость, голень и другие части представляют собой плоские и безликие органы, они не относятся к ценностям. 3. Быть символом обольстительной силы, Господь наш. Ты дал фараону и его свите, которые могут сбить людей с твоего пути, ценности и деньги в жизни этого мира. 88 Сура Юнус. Ценности, которыми владел фараон, отличались от денег, поэтому соединение их разделяло. Фараон использовал эти ценности, чтобы сбивать людей с пути их господа, полагаясь на суровость их обольщения и влияния. Они подобны половым органам мужчины или женщины, которые оказывают значительное влияние, когда направлены на развращение общества. Он сказал: «Ваше назначение — день драгоценностей, и люди должны быть собраны утром». И ушел фараон, собирая свои средства, чтобы ослепить, а затем пришел. Соберите свои средства, чтобы ослепить, а затем выстроиться горизонтально. Сегодня преуспели те, кто стремится к превосходству. 59, 60 и 64 Сура Таха. Фараон назвал этот день днем драгоценностей, потому что он собирал все свои средства оптической иллюзии, которые были его ценностями, чтобы показать людям свое превосходство. Подумай о ценностях, насколько они особенные и есть не у всех людей. Следовательно, не нога у женщины отличает ее от мужчины, а именно ее интимные части, которые Коран называет ценностями. Разве он не знал, что за столетия до его рождения Бог уничтожил того, у кого было больше средств ведения войны и больше воинов, чем у него? Вот он и вышел к своим со своими ценностями. Те, кто желает жизни в этом мире, сказали: «А, если бы у нас было то, что было дано Каруну», 78, 79 Сура Аль-Касас. Ценностями Каруна были много оружия и солдат. Представьте себе психологическое состояние человека, увидевшего ценности Каруна, и, естественно, он хотел бы получить то, что было у Каруна, потому что ценности фантастические. Женские волосы нельзя назвать ценными, потому что, когда их видит мужчина, он не испытывает сексуального возбуждения, каким бы красивым он ни был. Вместо этого ценности женщины подобны ценностям Каруна в том, как она влияет на то, кого она выбирает. Те, кто требует, чтобы женщина покрывала волосы, потому что это красиво, не изучали Коран, который на своем жаргоне различает красоту и ценности. Женские волосы, лицо и т.д. прекрасны. При этом каждая из птиц, деревьев и всего в этой жизни имеет свою красоту, но Коран запрещает женщине показывать свои ценности, а не красоту. Красота упоминается в Коране следующим образом: «Он сотворил скот». Их красота радует, когда они отдыхают и когда их отпускаешь, кроме того, лошадей, мулов и ослов для верховой езды и ценности. 5, 6 и 8 Сура Ан-Нахль. Он считал, что внешний вид скота, бродящего по пастбищам, это внешний вид красоты. О ценностях он упомянул сразу после этого, чтобы вы понимали, что ценности — это одно, а красота — другое. Поскольку ценности женщины являются одним из ее самых выдающихся средств достижения успеха в мире любви, слово «ценности» в стихах также ассоциируется с преданностью, а вы, потомки Адама, забирайте свои ценности на каждое богослужение. 31 Сура Аль-Араф. В своей книге «Истина о молитве в Коране» я объяснил, что преданность имеет несколько значений, в том числе преданность во время молитвы.
преданность, которая следует пути работы ангелов в этой вселенной, чтобы понять ее законы, чтобы мы могли, например, совершать научные открытия. Поэтому стих просит людей вооружиться способностями, подходящими для каждой ситуации. Он советует им иметь соответствующее приготовление для входа в мечеть для совместной молитвы и соответствующее оборудование для входа в научные лаборатории для изучения и открытий. Таким образом, ценности — это средства, подходящие для конкретной желаемой цели. Чтобы еще больше подтвердить сказанное выше, Коран соотносит ценности с типичностью, а не с красотой. Тот, кто был обманут, думая, что его проступок ценен, считал его типичным. 8. Сура Фатир. Общим результатом иллюзии ценности была иллюзия типичности. Вам не дозволено отныне иметь женщин и заменять их женами, даже если вам нравится их типичность. 52. Сура Аль-Ахзаб. Вот запрет пророка на будущий брак, даже если он встречал женщин, которыми восхищался. В стихе не упоминается их красота, потому что то, что обычно привлекает мужчину в женщине, это ее типичность больше, чем ее красота. Если у женщины, например, красивое лицо, но у нее есть фундаментальные дефекты женских частей тела, которые Коран называет ценностями, это, скорее всего, станет поводом для сокращения числа мужчин, которые подумают жениться на ней. Их типичность означает, что их ценности свободны от дефектов. То есть, даже если пророк встретил женщину, которая носила приличную одежду, но ее одежда описывала какие-то детали ее груди, например, которые пришлись по вкусу пророку, аят все же запрещает ему жениться на этой женщине. Он может встретить уникальную женщину красоты, которую он никогда раньше не видел, и она глубоко его привлечет. Как он может воздерживаться от будущей выгоды или удовольствия, о которых он не знает, если только он не был автором того этого писания и ему было приказано воздерживаться от них точно так же, как и нам? По этой причине райские женщины описывались как типичные, а не красивые. Это типичные женщины с отличными качествами. 70. Сура Ар-Рахман. Красота присутствует в этой жизни больше, чем типичность. Даже птица прекрасна, и никто из юристов не запрещал людям смотреть на птицу. Мы остаемся на стихе 31, чтобы продолжить его чтение, они не должны выставлять на показ свои ценности, за исключением того, что легко воспринимается. Слово «воспринимаемый» в Коране имеет несколько значений, но каждое из них имеет свой стиль выражения. Предполагаемый смысл этого стиха таким же образом проявляется и в следующих стихах. Не приближайтесь к безнравственности, независимо от того, легко ли ее воспринять или трудно. 151. Сура Аль-Ан'ам. Скажи, мой Господь запретил безнравственность, независимо от того, легко ли ее воспринять или трудно. 33. Сура Аль-Араф. Таким образом, смысл аята — они не должны выставлять на показ свои ценности, кроме того, что легко воспринимается, заключается в том, что упомянутые женские органы должны быть закрыты одеждой. Однако не было бы проблемой, если бы одежда была настолько тесной, что описывала бы размер или форму этих органов. Следующий стих также поддерживает сказанное выше, они знают то, что легко воспринять из жизни этого мира. Разве они не размышляли о себе? Разве они не путешествовали и не видели конца тех, кто был до них? 7-9, Сура Аль-Рум. Большинство людей знают только то, что легко воспринимается в этой жизни, потому что они не думали и не ходили по земле, чтобы изучать и открывать то, что трудно воспринять, что является реальностью этой жизни. Тот, кто смотрит на женщину, одетую в эту одежду, знает, что легко воспринимается по ее частям, что позволяет ему получить представление о том, что трудно воспринять, а именно о самих органах без одежды. Таким образом, он имеет представление о ее органах за одеждой только через внешнюю сторону одежды. Однако его восприятие не обязательно должно быть точным, так как, возможно, после этого он женился на этой женщине и обнаружил, что ее тело не такое, как он себе представлял. Например, он не может видеть кожу даже через тесную одежду.
Что касается вульвы, то для смотрящего неправильно воспринимать какую-либо информацию о ней, поэтому недопустимо закрывать ее тесной одеждой. Даже мужчины, которым разрешено видеть ценности женщины без одежды, не могут видеть ее вульву. Только ее партнер имеет право видеть ее вульву, независимо от того, состоят ли они в браке или живут любовной историей в соответствии с исламскими условиями. Когда Коран говорит о косвенной защите половых органов, то есть о защите от сексуального возбуждения, которое приводит к использованию половых органов для полового акта, он специально исключает партнеров, а именно, те, кто защищают свои интимные части, кроме своих супругов или наложниц. 5,6 Сура Аль-Муминун. Я доказал в других книгах с достаточным количеством доказательств, что предлог «для» всегда дает косвенное значение в Коране. Что касается здесь, когда стих говорил о прямой защите вульвы от взгляда, он никого не исключал. Мужчины, упомянутые в стихе, которым разрешено видеть ценности женщины, обычно неправильно переводятся с арабского, особенно первый мужчина. Он переводится как ее муж. Хотя на самом деле, согласно кораническому жаргону, именно он имел половой акт со своей женой, а затем по какой-то причине надолго прекратил его, независимо от того, было ли это по соглашению между ними или нет. Он не является ее мужем в обычном понимании, поэтому Коран дал ему другой титул. Если мы перейдем к концу того же стиха, мы найдем фразу «Они не должны пинаться, чтобы их ценности, которые они прячут, не были обнаружены». Удар ногой в Коране всегда состоит из одного движения. Пинать означает, что женщине запрещено делать даже одно движение, если ее цель — раскрыть часть своих спрятанных ценностей. Удар ногой здесь не обязательно удар ногой по земле, потому что в аяте не сказано «они не должны пинать землю», а значит, это любое движение, даже в воздухе. Так как спрятанная ценная вещь соотносится здесь с движением ноги вульвы по многим причинам, в том числе 1. Он упомянул вульву в начале и в конце темы, чтобы вы понимали, что все ценности — это половые органы, чтобы никто не сказал, что ноздря, например, это один из карманов, который необходимо прикрыть. С другой стороны, повторение упоминания вульвы считается акцентом на уникальности ее спецификации. То есть недостаточно, чтобы вульва была скрыта полностью, если женщина неподвижна, но даже во время движения ногами. 2. Защита вульвы, упомянутая в стихе, заключается в ее сокрытии. Что касается остальных ценностей, то из них было позволено легко что-то воспринимать, поэтому они не описываются как скрытые. 3. Запрет здесь состоит в том, чтобы воспринимать эту часть ценностей, не видя ее. Если можно воспринять грудь и ягодицы, то что воспринять запрещено? Остается только вульва. Следовательно, когда она двигает ногой, неправильно, чтобы одежда стягивала часть ее вульвы или чтобы эта часть была обнажена. Груди нельзя увидеть, потому что они закрыты одеждой, но можно узнать форму и размер, потому что Коран не требует, чтобы они были полностью скрыты. Поскольку в аятах прикрытие ягодиц считается тем же, что и прикрытие груди, то частью, которую запрещено закрывать тесной одеждой, будет вульва. Это значит, что она была скрыта до движения ноги. Фраза «чтобы их ценности, которые они прячут, были замечены», означает, что женщина несет юридическую ответственность только в том случае, если она умышленно затягивает одежду вокруг вульвы. Удар ногой здесь означает, что женщина делает преднамеренные движения, которые приводят к тому, что одежда, закрывающая вульву, становится тугой, например, во время упражнений. Поскольку женщина имеет право заниматься спортом, даже перед мужчинами, она должна адекватно прикрывать грудь и ягодицы и настаивать на строгом закрытии вульвы, чтобы одежда не была тесной. С другой стороны, движения рук не запрещены, даже если они позволяют одежде плотно облегать грудь. Вывод 1. Защита — это полное скрытие детородного органа, чтобы не давать никакой информации наблюдающему, будь то мужской или женский орган. 2. Восприятие. Женщина должна полностью прикрывать грудь, межгрудную борозду, ягодицы и ягодичную щель, даже если одежда тесная.
Что касается верхней части грудной клетки и верхней части ягодиц, если они плоские и не имеют межгрудной борозды или ягодичной расщелины, то нет необходимости их прикрывать. Что касается остальных частей тела, то их допустимо выставлять без одежды перед людьми. Предположим, женщина не нашла одежду, покрывающую именно эти части. В этом случае ей придется принять дополнительные меры предосторожности, закрывая их сильнее, чтобы гарантировать, что они не будут видны, например, во время движения. Поскольку стих здесь говорит о минимуме, не допускается ни на 1 мм меньше этого предела. Однако если мы выйдем за рамки разговоров о минимуме к максимуму, который Коран предпочитает для женщин, то мы изучим следующий аят: «А пророк, скажи своим женам, своим дочерям и женщинам верующих, чтобы они складывали части своей верхней одежды близко друг к другу, чтобы они покрывали больше». Это меньшее, что можно сделать, чтобы их узнали и не обидели. 59, сура Аль-Ахзаб. Речь здесь обращена к Мухаммеду как к пророку, а не посланнику. Это означает, что тому, кто не последует этому совету, не грозит наказание в будущей жизни. Я подробно объяснил это в своей книге «Коран запрещает рассматривать поведение пророка как закон». Более того, стихов, в которых упоминается цель заповедей, вообще очень мало. Этот стих — один из них, цель которого такова, чтобы их узнали и не обидели. То есть женщина не обязана носить одежду, упомянутую в этом стихе, но она может достичь указанной цели с любой одеждой, если она соответствует традициям ее общества. Поскольку Коран подходит для любого времени и места, аяты, детали которых не подходят для всех времен и мест, были сформулированы так, чтобы вы могли достичь их целей так, как считаете нужным. Последнее предложение аята означает, что женщина во времена пророка Мухаммеда носила эту верхнюю одежду для того, чтобы ее могли узнать и не обижать люди. Знать ее означает знать не ее имя, а то, к какому социальному классу она принадлежит. Следующие стихи подтверждают это значение: поклонение оставляет след на их лицах, явный по их внешнему виду. 29, сура Аль-Фатх. Преступников узнают по внешнему виду. 41, сура Ар-Рахман. Как видите, акт познания соотносится с внешним видом, например, с чем-то на лице. Это означает, что знание передается через лицо, одежду и т.п. Наблюдатель узнает, принадлежит ли она к классу приличных женщин, которые носят одежду, соответствующую традициям общества, или она принадлежит к низшему классу женщин, которые носят только минимальную юридическую одежду, упомянутую в суре Аль-Нур. Для тех, чья одежда соответствует только минимуму, в некоторых обществах естественно не считать их представителями высшего класса. Хотя минимум не нарушает исламский закон, социальная точка зрения другая. Порядочная женщина не будет слышать, как люди говорят о ней или ее поступках, чтобы не обидеться. Коран поощрял женщин одеваться в соответствии с традициями их общества. Однако, если женщины нарушили их, они не будут наказаны в загробной жизни, поскольку они носили хотя бы минимум, упомянутый в суре Аль-Нур. Фирас Аль-Манир. Под этим видео вы найдете ссылки для доступа к книге на более чем 100 языках.